try to fly. Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами будем пересаживать голландскую орхидею после ее покупки. И сейчас я поделюсь своим опытом и покажу, как это делаю я. Ну что ж, приступим. Мной была куплена вот эта красавица, бабочка, сорт называется Albufeira. Смотрите, насколько красивая эта орхидея. Она у меня после покупки уже месяц. Она уже адаптировалась. Начался рост нового листика. Это уже у меня рост начался листика. Новые бутошечки, видите? Доращивает цветоносики. Вот это тоже признак того, что орхидея адаптировалась в моих условиях и она пошла в активный рост. Невероятной красоты бабочка. Сделаю по ней отдельный обзор и расскажу все ее достоинства. А сегодня мы будем с вами ее пересаживать в новый домик. Для этого нам понадобится керамзит, который я заранее помыла, отобрала цельные кусочки. Я, как правило, не использую вот такие, стараюсь во всяком случае не использовать кусочки ломаные, стараюсь отобрать цельные. Но лучше покупать, я уже поняла, что лучше всего все же покупать флорбон. Он цельный, ровный. Керамзит в этом случае хуже, потому что он не очень хорошего качества продается. Потом нам понадобится мох. Мох новозеландский. Всегда его использую, всегда его советую. И об этом упоминаю, что мох надо брать хорошего качества. Новозеландский мох заранее тоже уже подготовленный мною, смоченный в воде и отжат до такой легкой влажности. Вот еще кора, смесь, которую я сейчас расскажу, что я добавляю. Смотрите, значит, я использую кору орхиату. Кора орхиата достаточно влагоемкая, но все же не настолько, чтобы орхидее хватало той влажности, и чтобы уменьшить частоту полива, я всегда добавляю кокосовые чипсы. У меня они вот такие небольшого размера я покупаю. Керамзит покупаю маленький тоже, для того, чтобы создать рыхлость субстрату, для того, чтобы корешки хорошо дышали. То есть керамзит у меня разного диаметра. Вот. Керамзит придает рыхлость почве. Да? Здесь есть у меня еще серамис. Это вот видите, вот такие вот камешки, кирпичики. Это серамис, это тоже для влагоемкости. И совсем немножко мха. Но мох я, можно сказать, практически не добавляю, потому что здесь есть чипсы. И чтобы не переувлажнить субстрат, надо выбирать либо мох, либо коко-чипсы. Значит, запомнили, да? Кора – это основа. Коко-чипсы для влагоемкости. Немного добавляю еще серамиса. И обязательно это керамзит для того, чтобы не сбивался субстрат, чтобы корешки имели возможность дышать. Он делает он делает воздухопроницаемый субстрат. Вот такую смесь я делаю. Пропорцию, сложно мне сказать. Вот на видео посмотрите. Я уже как-то по своей интуиции вот создаю такой вот субстрат, где преобладает кора. Значит, горшки. Я взяла пока 2 горшка. Я пока не понимаю, какая корневая будет, в какой горшочек поместится. Ну и, наверное, все. Поэтому давайте приступать. Я заранее размочила горшочек и корешочки для того, чтобы орхидею было легко вытащить
из горшка. Так, чтобы корешки хорошо отошли. Немножечко, чтобы не травмировать корешки, так вот поприминайте горшочек, чтобы они... Вот, он легко выходит. Главное заранее его размочить. Корешки здесь шикарные. Очень хороший клубок зеленых в активном росте. Вот эти краешки, которые вы видите, вот такие зеленые, это называется активный рост корней. Но это и не удивительно, потому что сейчас уже лето, да, весна, лето — это период, когда растение оживает и включается в активный рост. Значит, сейчас мы должны очистить от старого субстрата. Это можно легко сделать при помощи какой-то палочки. Вот этот субстрат родной, в котором она росла, мы выбрасывать не будем. Мы какое-то количество обязательно добавим к тому субстрату, который мы подготовили, потому что здесь уже есть микрофлора, в которой она привыкла жить. И для того, чтобы заселить ту микрофлору в новый домик, мы для этого возьмем какое-то количество старой коры, чтобы адаптация орхидеи прошла легко. Вот мы с вами очистили от старой коры. Если где-то у вас какая-то кора не отходит от корешочка, вы лучше ее с усилием не отдирайте, не повреждайте поверхность корня, пусть остается, ничего страшного не будет. Как вы видите, корни очень хорошие. И сейчас хочу вам показать вот этот вот злополучный торфяной стаканчик, который, как правило, приносит много бед нашим орхидейкам. Он находится под попой у орхидеи, у основания шеи. И если он всегда переувлажнен, а как правило это такая, знаете, кто не знает, на ощупь это такая губочка, вот, у него нет возможности просохнуть, потому что он в толще находится субстрата, внутри горшка, кора просыхает, а вот этот торфяной стаканчик остается всегда влажный. А постоянная влага у основания орхидеи приводит к загниванию шейки и гибели растения. Поэтому, если вы поливаете орхидею до момента пересадки, это надо делать очень аккуратно. Скоро вам покажу тоже на канале для новичков. Понятно, что уже опытные цветоводы знают, как с этим стаканчиком себя вести, вот, какие действия должны быть. Но также сейчас очень много новичков, потому что мне пишут, спрашивают. Я покажу, как необходимо поливать орхидею до момента пересадки с торфяным стаканчиком, для того, чтобы не потерять вашу любимицу. Так, вот этот торфяной стакан мы с вами убрали. Убирайте его до полной очистки. Здесь уже оставлять никаких кусочков не надо, для того, чтобы под попой было чистенько. Вот в таком состоянии корни я никогда не замачиваю. То есть, если корневая система не очень хорошая, вы видите, есть какие-то подгнившие корешочки, не очень, на взгляд, хорошего качества, тогда в этом случае я беру вот этот препарат, это Привикур Energy. Этот препарат действует от всей корневой гнили. Здесь есть инструкция, легко разводится, и я замачиваю в этом растворе на 30 минут корневую систему. Это в том случае, если корневая не очень хорошая. Вот в случае с нашей албуфейрой этого делать не надо.
Корневую также я под водой не мою. Многие советуют это делать, я не мою, чтобы сохранить весь микроклимат, который находится внутри горшочка. Здесь даже, вот видите, настолько хорошая корневая, даже ни одного корешочка нет желания убрать. Все очень хорошие, хорошего качества. Я подготовила, конечно, садовые ножницы, но ничего убирать не надо. Очень часто вверху над субстратом есть еще сухие корешочки, прям высохшие. Их надо убрать. Но у меня тоже, видите, корневая система над субстратом тоже хорошего качества. Я даже не вижу смысла трогать, что-то резать. Вот, ну разве что вот этот корешочек вижу. Вообще без необходимости никогда ничего не чикаем, не режем. Только то, что орхидее точно уже не пригодится. Так, все. С этим мы разобрались. Теперь мы подбираем по корневой системе горшок. Она сидела у меня в стандартном 12 горшке, поэтому я попробую посадить ее в 15-й. Это 15-й горшок. Я думаю, что будет отлично. Так, сейчас мы возьмем с вами самые хорошие кусочки из старого субстрата, самые цельненькие. Вот, выберем, чтобы перенести в новый домик. Как я уже сказала, для лучшей адаптации. Вот, я думаю, что горсти будет достаточно вполне. Так, сейчас мы ее положим. Вот и все. Так, это мы убираем. Значит, берем горшочек и насыпаем керамзит для дренажа. Теперь мы аккуратненько ставим нашу орхидею по центру горшочка. Вот эти все корни, которые были над субстратом, мы с вами помещаем в горшок. Они как бы уже считаются воздушными корешочками, но мы сейчас их поместим в горшочек. Знаете, вот еще часто бывает, что вот эти нижние листики, они не нужны. Для того, чтобы нам немножко укоренить орхидею, чтобы рост пошел от шеи, корней, мы освобождаем от нижних листиков. Вот этот вот листик пусть останется, а вот этот я убрала, потому что над этим листиком идут корни, и мне их не поместить в горшочек. Вот. Ну а теперь, когда вы разместили розетку посередине горшочка, ориентируйтесь не по цветоносу, чтобы цветонос ровно смотрел, а по розетке. То есть розетка должна быть ровно сидеть, а цветоносик уже потом прикрепим. Берем наш субстрат и начинаем по кругу засыпать и немножко потряхивать. Совсем чуть-чуть. Сильно мы не утрамбовываем, для того, чтобы корни орхидеи дышали. Для орхидеи очень важна циркуляция воздуха в корнях, потому что в
в своей естественной среде обитания. У них постоянная циркуляция воздуха идет, так как они вообще не имеют никакого субстрата. Они прикреплены корнями к стволу деревьев или же на камнях. Поэтому об этой их особенности выращивания надо всегда помнить. Спрессованный субстрат всегда ведет к загниванию корневой системы и гибели растения. Или же потом придется долго наращивать корневую систему, что отодвинет период цветения и наслаждения вашей красавицей. Значит, цветоносик я пока уберу. В общем, вот так вот пока засыпаем. Не забываем о наших кусочках, потому что я чуть не забыла. Можно в любой период засыпания можно их положить, так как я сейчас уже о них вспомнила, немножко положу их и сверху. Это не важно, где они будут лежать. Так. Цветонос у нее большой, цветы тяжелые, поэтому мы сейчас обязательно закрепим цветонос, потому что розеточку шатает и наклоняет цветоносик. Так, значит, вот так вот. Сейчас покажу вам. Видите, я оставляю пространство. То есть я даже вот если есть естественное пространство, я его оставляю, не заполняю. Потому что этого субстрата вполне достаточно для того, чтобы орхидея имела влагу у корней. А лишний кармашек с воздухом, с циркуляцией, ей будет только на пользу. Все, мы закончили. Сейчас мы закрепим цветонос. Когда вставляете держатель цветоноса, аккуратно пронизывайте так, чтобы не повредить корешочки. То есть чувствуете, что-то на что-то наткнулись, старайтесь обойти, чтобы корешочки были без повреждений. Так, сейчас мы крепим наш красивый цветоносик. Так, у меня здесь скрепочки. Я формирую всегда свой цветонос, чтобы он был красивый. Я сдвигала ветви орхидейки. Так, сейчас сверху я еще положу наш мох, для того, чтобы мох, во-первых, создает дополнительную влажность у листьев орхидеи и плюс удерживает влагу внутри горшка. Многие кладут вместо мха кокосовое волокно. Кому как нравится, но мне больше нравится мох, потому что это такой натуральный. Мох вообще очень сильно любят орхидеи, корнями к ним тянутся, поэтому очень большая вероятность, что из шеи, когда будут формироваться новые корешочки. Еще хочу сказать о таком нюансе. Когда вы засыпаете корой, шею оставляете на поверхности. То есть ее сильно углублять нельзя. Вот шея должна быть над поверхностью субстрата. Иначе
Вы не всегда можете проследить, насколько переувлажнена кора у шеи, да, а если кора постоянно влага будет у шеи орхидеи, это тоже возможно, это не обязательно, но возможно загнивание шеи орхидеи, поэтому мы углубляем, но умеренно, то есть сильно ее не углубляем. Это важный момент при посадке. Ну вот, сейчас посадка окончена. Результат вы видите. То есть мы минимально травмировали корни орхидеи. Я, можно сказать, практически сделала перевалку, потому что я не сильно тревожила этот комок корней. Вот, значит, смотрите, после пересадки я орхидею не поливаю. Я это делаю спустя 2 дня. Для того, чтобы, если какие-то повреждения и травмы были корневой системы, 2 дня достаточно для того, чтобы эти ранки затянулись и можно смело потом поливать. В течение первого месяца вы можете поливать орхидею такими удобрениями, как янтарная кислота, корнеобразователь – это Радифарм, и Эпин. Эпин – это препарат, который помогает адаптации, да, снять стресс у растения. Спустя месяц вы можете переходить, если это, правда, весенне-летний период, вы уже можете переходить через месяц к стандартным вашим удобрениям, к которым вы привыкли. Ну, наверное, на этом все. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Надеюсь, что мой коротенький видеоурок будет кому-то полезен. И вы тоже научитесь правильно выращивать и получать вот такое шикарное, красивое цветение ваших орхидей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в новом ролике. Try to fly